Всем привет! Сегодня вяжем убойную мушку стример, которая отработала отлично по разным рыбам, в основном форель и все остальные рыбы, но достаточно в темной воде. Прозрачные воды на эту мушку, конечно, хорошо ловят, но все-таки торфяные еще какие-то тоже работают прям очень прекрасно. Карелия, севера какие-то. Ну, в общем, вариации есть, но в основном это, конечно, была придумана мушка из Вулибагера, но работает уже какой сезон, и друзья мои тоже так же применяют, она работает и работает. Итак, крючок берем 2.0 и более, то есть, ну, вернее, более-менее там 2.0, 1.0, единица, двойка, есть удлиненные, ну, это примерно 4-5 сантиметров лучше взять, минимум. Вот. Маленькие, ну, еще, честно, не пробовали, но вот 4-5 сантиметров и плюс хвост там достаточно хорошо работает. Нитка 6.0, 8.0, ну, чем меньше, тем дольше вам будет вязать все это, конечно, да. Вот, особенно подложка, конечно, на 8.0 достаточно долго делается. А если тоньше, то еще дольше. Поэтому 6.0, в принципе, будет достаточно. Поэтому вяжем до изгиба крючка. Дальше у нас есть некий антрон вместо там всяких этих хвостов. Просто делаем хвост из антрона. Отрезаем приличный достаточно кусочек. И для большой мухи желательно антрон сложить пополам. Так, ну, не пополам, а вместе два куска. Если он запутался, конечно, проще еще расческой выпрямить хвост. Ну, можно это сделать, конечно, на месте, но лучше сразу выпрямлять, чтобы не было, так мы будем мотать по всему, скажем так, цевью крючка, чтобы не было каких-то буров сильных, мощных. Да. Вот. И отводим нитку и привязываем с самого начала, ведем до самого конца. Это опять же делается из-за того, что необходимо делать ровное тело. Если мы сзади привяжем все материалы, то у нас будет ужас. Меряем примерно длину нашего будущего тела мухи, как бы, да, ну, плюс-минус, там не надо прям до миллиметра все это выверять. Отрезаем, и тут еще один моментик такой, просто мне не очень нравятся четкие хвосты, жестко отрезанные, поэтому отрезаем под угол, и получится такой конусочек такой интересный. Ну, мне больше нравится так, как бы. Ну, работает это в положительную сторону или отрицательную, как бы, я не знаю, потому что не было такой статистики, да, на отрезанную или не на отрезанную муху, что лучше клюет. А просто мне как бы нравится визуально, что хвостик уходит на нет, как, да, это более эстетично. Да, сразу напомню, что все материалы, которые применяются на этих мушках, которых я вяжу, все можно купить у меня в магазине. Вот, ни больше, ни меньше. Вот. Дальше люрексы могут быть плоские, там, овальные, какие хотите на самом деле. Тут уже на вкус и цвет. Это просто подсветка хвостика, чтобы она была какая-то. Вот. Со временем она войдет в хвостик, как бы, не смотрите, что она сейчас немножко топорщится. Дальше, при том, как она будете макать ее, она будет выпрямляться, будет правильно. Теперь берем аксель красного цвета, можно люрекс овальный красного цвета взять, можно проволоку взять красного цвета, но желательно все это красного цвета. В конце концов, если уж совсем ничего нету, возьмите тот же самый антрон, вот, и, соответственно, тоже не надо уже складывать вдвойне, можно даже пополам его разделить, какую-то длину, да, и это на рип, нам нужен рип красного цвета. Теперь даббинг пикок. Даббинг цвета пикок, неважно какой фирмы, есть Harryline, есть Hands, ну, есть компания, кто выпускает Ice Dabbing, там, Spectra, там, как угодно называется, но блестящий пикок.
Ну, соответственно, накладываем вокруг нити. Помните, что да, если для правши, то вяжет таким образом, как сейчас показано, да, то, соответственно, пальцем, большим пальцем на себя подвязываете. Тогда у вас даббинговая петля не будет так сильно разматываться. И, соответственно, на каждом обороте подкручиваете даббинг. Это необходимо. И не притрагивайтесь к даббингу, знаете, как бы просто чуть-чуть притрагивается, а прямо ввязываете, прямо, значит, вдавливаете. Вот это будет лучше для даббинга, соответственно, потом не будет выбиваться. Не берите сразу много, лучше понемножку, увеличивая количество, как бы, да, там, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Под конец мухи желательно не сильно вдавливать уже, а делать некий объем, потому что будем вычесывать, и тогда он будет лучше вычесываться, когда не сильно сдавленный. Далее берем уже перья, скальпы петуха для стримеров. Нам нужно здесь два пера. Одно, выбирайте примерно перо длиной в 2,5 длины крючка. То есть вот такое конусное. Тогда будет красивый силуэт. То есть взяли две длины. Почти на любых крючках берете две длины, и вам хватает, чтобы обернуть 4-5 раз. Именно две длины. Приматываем уже к крючку внутренней частью к цевью крючка. Внутренней частью. Упираясь две части. Наружная и внутренняя. Наружная выпуклая, внутренняя как бы с углублением такое. Да. Далее немножко даем направление перу и, соответственно, мотаем там 5-6, ну, у кого как получится, ну, бывает 4, 5, 6, ну, этого достаточно, этой длины пера прямо очень хорошо. И равными частями доводите до конца. Берете уже ваш люрикс, аксель, не знаю, там, антрон красного цвета и такими движениями, качающимися между перышков, продвигаете. Можно проворачивать тиски, у кого не ротари, да, соответственно, можно просто проматывать. Ну, следите за тем, чтобы у вас были одинаковые, ну, как бы, не знаю, одинаковые сегменты, скажем так, да. Ну, как бы это просто как минимум красиво. То есть будет не очень одинаково. Я думаю, что рыба не скажет, что фу, одинаковые, не буду клевать на эту мушку. Поэтому, ну, плюс-минус, конечно, там надо желательно делать красиво. Нахлыст это красиво и всегда клево. Вы же знаете об этом, о чем мне говорите. Вот. Теперь нам нужно обрезать лишнее и подобрать перо уже для хакла. И для хакла выбираем перо, которое примерно по размеру будет такой же длины, как и спереди. Вот я уже там взял как бы. То есть нам необходимо, чтобы когда вы намотаете, у вас перо было не короче. Вот примерно меряете, плюс-минус. До того момента, где вы докрутите, должно быть примерно того же размера. Теперь цепляем это не за толстую часть, а за тонкую. И также внутренней частью к крючку. Помните, что мы оставили место для головки и для того, чтобы сделать хакл. Переднюю часть пера необходимо поставить в замок. Разворачивайте, делайте несколько оборотов. Ну, не получилось. Еще раз делайте несколько оборотов и, ну, конечно, лучше отрезать, если это я обычно обрываю. Позиционируйте перо назад, старайтесь, чтобы продавить его так, чтобы оно всегда смотрело назад. Ну,
тогда не будет путаться перо, и вы будете видеть, куда накладывать бородки. И бородку к бородке буквально. Ось кости прям, да, бородку говорю. То есть ось кости кладете. И тогда, во-первых, у вас будет плотная намотка, да, и, соответственно, вы получите достаточное количество материала, необходимое. То есть вяжите буквально и смотрите, куда вы кладете каждый оборот. Крепим кость, лишнее отрезаем, и вот тут у нас получается, что видите, и достаточно большое количество у нас намотано, но и нету никакого бугра спереди. Формируем головку, красивую, какую вам некоторые даже делают какие-то произведения искусства с головками. Ну, как бы я не сторонник этой вещи, как головка. Вот. Внутри головку это условно опора. Вот. Делаем узел финишный. В принципе, мушка готова, но нам надо ее еще немножко причесать. Нам надо, чтобы наш айсдаббинг заиграл новыми красками. Соответственно, он вошел в, скажем так, в муху, издал объем. Берем липучку или такую расческу. Напомню, все инструменты, все материалы еще раз милости просим ко мне на сайт. В описании все материалы будут, и, соответственно, ссылка на сайт тоже будет. Заходите, смотрите, там есть тоже степ-бай-степ. Школа нахлыста, статьи есть очень интересные по нахлысту, поэтому заходите, не стесняйтесь, все там можно почитать. Причесываем, расчесываем нашу муху, вот, делаем объем, начинает блестеть уже, и в воде, соответственно, дает еще больше блеска, больше объема, вот, и форель, как настоящий хищник и охотник, ведется на всякие погремушки, всякие блестяшки, вот, объемные вещи. Не знаю почему, но эта муха прям очень круто работает, прям мне очень нравится. Мои друзья, многие применяют ее, эту муху, вот, в ловле. Она также может ловиться практически любой хищник в разных размерах. Так что вот. Все, всем привет, всем ни хвоста, ни чешуи. Можете уже там после пролачивания там подождите немножко, через там несколько часов еще пролачите, и тогда мушка будет вообще вечной. Все, ни хвоста, ни чешуи, всем пока, до новых встреч.